Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что?». Свяжем. И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. И для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты находятся на главной странице канала. Отдельный привет и слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с новым узорчиком и с ниточками, с которыми мы уже работали. Смотрите, называются они Alize Angora Gold. Далее, в моточке находится здесь 100 грамм, так, и в 100 граммах 550 метров. По составу это 80% акрил и 20% шерсть. Нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу, в принципе, вяжу 3. Меня это устраивает. Ну, а вы подбирайте под свою плотность вязания. Так, сразу же, пока не забыла, назову вам цвет. Цвет данной пряжи 842. В принципе, на камеру передается чуть-чуть темнее, буквально там на полтона. Так, чуть ниточки посветлее. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, не только которую показываю я. Берете любую пряжу, подбираете под свою плотность вязания крючок и вяжете. И у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку сегодняшнего узорчика я прикладываю. Схемка отличная, разноцветная, очень хорошо читается. Поэтому те, кто умеет пользоваться схемкой, смотрите на схемку. Те, кто еще не умеет пока работать со схемками, просто следите за руками. Ну и сопоставляйте непосредственно изображение со схемкой, да, где столбик с накидом, где воздушная петелька и так далее, и так далее. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 4 петельки. Давайте я наберу 8 раппортов. Это получается 32 воздушные петельки. И дополнительно одну петельку, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки. Ну а вы набираете, в свою очередь, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот, это мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, я советую, да, новичкам сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Чтобы в воздушных петельках не запутались, в столбиках точно не запутайтесь. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки столбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядку в цепочке нырнули, вытянули ниточку и провязали опять столбик с накидом. Ваша задача вот так вот идти по всей цепочке, по порядку каждую петельку провязывать столбиком с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть у меня, если 33 воздушные петельки были, да, значит у меня столбиков должно получиться 33, ни больше, ни меньше. Поэтому считайте. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы с вами набирали, вот эти вот, да, первые 3 петельки, это тоже столбик, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали столбики с накидом, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот, накид. И в следующий же столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, накид. В следующий столбик ныряем, провязываем столбик с накидом, воздушная петелька, накид и обратно вернулись сюда же и провязали столбик с накидом. У нас получается вот такая вот рогаточка. Далее смотрите, накид. Теперь будьте внимательны.
В следующий столбик мы нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Следующий столбик пропускаем, так, и через столбик нырнули, точно так же вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И вот у нас 3 петельки на крючке, мы их провязываем, получается, вместе. Оп, видите? То есть как бы наша рогаточка наоборот, вот такая вот арочка, да? Здесь получается вот так вот у нас столбики стоят, а здесь наоборот столбики стоят. Дальше накид, следующий столбик, столбик с накидом, воздушная петелька и вернулись сюда же еще один столбик с накидом. Рогатка, поняли, да? То есть вот рогатка, арочка, рогатка. Дальше получается у нас будет арочка. То есть мы провязываем 2 столбика с одной общей верхушкой. Итак, в следующий столбик нырнули, провязали 2 петельки, стоп, накид. Один столбик пропустили, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И все вместе. Вот у нас опять получается арочка. Видите, столбики смотрят вниз. И вот так вот чередуем, да, по порядочку идем. Вот таким вот образом чередуем наши арочки и наши рогаточки. То есть сейчас вот рогатка, так. Теперь будет арочка. То есть 2 столбика с одной общей верхушкой. И вместе. Все, видите, несложно. И получается вот такой вот интересный заборчик. Смотрят арочки наверх, смотрят арочки вниз, да, арочки наверх, арочки вниз, ну или рогаточки наверх, рогаточки вниз. Все, до конца ряда вот таким вот образом, и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки вверх-вниз, так, все ровненько, аккуратненько. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот у меня здесь идет рогаточка вверх, и остались 2 столбика. Вот раз, и вот эти 3 петельки подъема. В первый столбик я провязываю вот таким вот образом столбик с накидом не до конца. 2 петельки и стоп, накид. И в третью петельку подъема я провязываю точно так же столбик с накидом не до конца. И теперь 3 петельки вместе. Вот сейчас у меня ряд закончен. Понятно? Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. А теперь смотрите, какая будет закономерность. Там, где у нас рогаточка вверх, вот видите, рогаточка получается в столбике смотрит вверх. Первый столбик нырнули и провязали обычным столбиком с накидом. Арочка из одной воздушной петельки. Ныряем в нее, накид, нырнули, вытянули ниточку, просто подтянули, не провязываем, держим на крючке. Раз, считаем. Сюда же опять накид, нырнули, вытянули ниточку, 2, держим на крючке. Накид, нырнули, вытянули ниточку, 3, держим на крючке. Накид, нырнули, вытянули, 4, накид, нырнули, вытянули, 5. Теперь все 5 петелек, да, наших провязываем, вот кроме последней, которая была на крючке, 2 петельки на крючке. И зафиксировали, оп, 2 петельки вместе. Вот такой вот интересный пышный столбик у нас получается. Вот. И мы с вами, получается, провязали первую ножку, арочку, теперь вторую ножку нашей рогатки. Вторая ножка, столбик с накидом. Есть. Далее у нас идет, смотрите, верхушка наших 2 столбиков, которые были провязаны с одной верхушкой. Помните, да? Так вот, смотрите, мы ныряем сзади наперед за вот этими столбиками, вот так вот их окружаем, видите? Столбики 2 впереди, а крючок сзади. Вытягиваем ниточку, оп, и теперь провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Называется это рельефный лицевой столбик с накидом. Очень такой аккуратненький, когда узорчик подрастет, он очень будет интересно подчеркивать узорчик за счет своей рельефности. Все, идем дальше. Дальше у нас опять рогаточка смотрит вверх. Мы провязываем ее. Первая ножка, столбик с накидом. Дальше у нас идет арочка. В арочку мы провязываем пышный столбик. Накид 1, держим. Накид 2, держим. Накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали до 2 петелек. 2 петельки вместе. Вот пышный столбик. Вторая ножка, да, нашей рогаточки, нырнули в верхушку, провязали обычный столбик с накидом. Далее у нас идут 2 столбика с общей верхушкой. Мы делаем накид, точно так же заходим сзади, да, окружаем эти 2 столбика, вот они у нас впереди, перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем
по 2 петельки. Оп, оп, рельефный лицевой столбик с накидом. Вот начинает вырисовываться потихонечку наш узорчик. Идем дальше. Опять рогаточка, да? Помним, первую ножку провязываем столбиком с накидом. Арочку провязываем пышным столбиком. Раз, два, три, 4, 5. Пышный столбик. И вторую ножку рогаточки обычным столбиком с накидом. Хочу уточнить, что пышные столбики вы можете делать как больше, так и меньше. Больше, значит, вы набираете не 5 петель, 5 накидов, а 6, 7, 8, 10 и так далее, на ваше усмотрение. Можете делать и меньше, потому что пышные столбики кушают много пряжи, так? Поэтому заранее просчитывайте, чтобы вам пряжи хватило. Все, и идем дальше. Опять накид. Вот наша рогаточка вниз. Мы захватываем 2 ножки, да, и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Все, ничего сложного. Вот так вот вы шагаете до конца ряда. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд. Все ровненько, аккуратненько. Пышные столбики, рельефные столбики. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот получается, у нас заканчивается ряд. Это столбик, пышный столбик и обычный столбик. И далее у нас, помните, мы делали имитацию столбика с накидом, да, и еще один столбик провязывали. Они у нас, по идее, получается, как вот в конце, да, 2 столбика с общей верхушкой. Вот, то же самое здесь. Поэтому мы берем, так скажем, общую верхушку, вот таким вот образом, и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Следующий ряд начинаем. 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот, накид, и сюда же нырнули и провязали еще один столбик. Есть. Далее смотрите, какой будет принцип узорчика. Там, где у нас столбик и между ними пышный, мы провязываем рогатку вниз. У нас смотрят столбики. Итак, первый столбик провязываем столбиком с накидом не полностью, держим на крючке. Пропускаем пышный столбик и в следующий столбик обычный провязываем столбик с накидом не полностью, держим на крючке. И теперь 3 петельки вместе. Вот наша, получается, рогаточка смотрит вниз. А там, где у нас рельефный столбик, вот он рельефный столбик, если вот так вот посмотрите, вот у нас рельеф, так, получается, мы беремся за верхушку и провязываем рогатку вверх. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же вернулись столбик с накидом 2. Угу. То есть мы повторяем самый первый ряд, просто у вас будет провязываться в шахматном порядке. Видите, здесь у нас рогаточка вниз, вот она рогаточка вниз. Здесь вот была рогаточка вверх, вот она сместилась, рогаточка вверх. Все, идем дальше. Там, где у нас столбик, между ними пышный, у нас идет рогаточка вниз. Столбик с накидом 1, не полностью, столбик с накидом 2. И провязали вместе. Понятно, да? То есть пышный столбик мы пропускаем. Дальше рельефный столбик. За верхушку провязываем столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же, опять же, столбик с накидом 2, рогатка вверх. Вот, совсем не сложно, да? Согласитесь. Просто сами себя контролируйте, не запутайтесь. Ну, я думаю, не запутайтесь, да? Там, где у нас 3 столбика, мы провязываем рогаточку вниз. Так, секундочку. Рогаточку вниз. Там, где у нас 1 столбик рельефный, мы провязываем рогаточку вверх. Все, повторение первого ряда. Я думаю, что вы самостоятельно справитесь, да? Поэтому встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали опять наш заборчик, состоящий из рогаточек вверх, рогаточек вниз. И заканчиваем ряд точно так же, как начинали. 2 столбика мы провязали, вот одну, получается, верхушку столбика ниже стоящего ряда. Все, идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И вот наш второй столбик, да, который мы провязываем его просто обычным столбиком с накидом. А теперь будем повторять точь-в-точь второй наш ряд, где мы провязывали рельефные столбики, пышные столбики. Точно так же по такому же принципу. Вы не запутаетесь. Вы видите, что у вас вот внизу стоит рогаточка вниз, значит, вы ее провязываете рельефным лицевым столбиком с накидом. Вспоминаете, да? Вот. Провязали. Есть. Далее, там, где у нас рогаточка вверх, мы провязываем первую ножку и вторую ножку столбиками с накидом. Так? А между ними арочку провязываем пышным столбиком. Накид 1, подтянули, накид 2, подтянули, накид 3, подтянули, накид 4,
и 5. Ну, в вашем случае мы договорились, да, может быть больше, может быть меньше. Провязали до 2 петелек и затем 2 петельки зафиксировали. Вторая ножка нашей рогатки, столбик обычный с накидом. Дальше, там, где у нас рогаточка вниз, захватываем сзади наперед 2 столбика, вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно? То есть мы провязываем точно так же, как второй ряд, только видите, в шахматном порядке получается. Все, ничего сложного. И так вот вы продолжаете провязывать до конца ряда самостоятельно. Договорились? Пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали до 2 петелек на крючке. Зафиксировали. И вторую ножку точно так же провязали столбиком обычным с накидом. Рогаточку вниз рельефным лицевым столбиком с накидом. Все, несложно. Согласитесь, да? Все то же самое. Вы уже провязывали. Смотрите, какая получается первоначальная красота. Как вам? Все, самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот опять наши рельефные с пышными столбиками готовы. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. У нас, помните, здесь 2 столбика, да? Мы точно так же провязываем каждый столбик просто столбиком с накидом. Все, здесь вообще никаких сложностей не должно быть. Вот третья петелька подъема, тоже столбик с накидом. Есть. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И во второй столбик, столбик с накидом, ну, здесь как бы имитация арочки, рогаточки вниз, да? Дальше вспоминайте, вот у нас идет рельефный столбик. Вот рельефный столбик лицевой. Мы, помните, провязываем его рогаточкой вверх. Нырнули в верхушку, провязали столбик с накидом, воздушная петелька и вернулись сюда, опять же, в этот же столбик, и провязали столбик с накидом. Есть. А там, где у нас столбик, шишечка, столбик, да, мы провязываем рогаточку вниз. За первый, получается, столбик беремся и за последний столбик. И провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Оп, все, рогаточка вниз. Все, и вот так вот шагаете. Опять рельефный столбик у вас будет рогаточка вверх. А столбик и столбик между ними пышный, рогаточкой вниз. Понятно, да? Но если внимательно присмотритесь, да, смотрите, получается, мы провязывали так вот первый ряд, да, третий ряд, теперь у нас 5-й ряд. Видите? Они буквально друг от друга будут отличаться тем, что будут находиться в шахматном порядке. Все, никаких сложностей. Договорились? Давайте до конца ряда, в конце ряда встречаю. Так, смотрите, вот провязали опять до конца ряда. И у нас, помните, да, здесь была имитация как бы рогаточки вниз. Мы точно так же заканчиваем и здесь. Вот наши 2 столбика, и мы их провяжем 2 столбика с одной общей верхушкой. Беремся за первый столбик и за вот третью петельку подъема аккуратненько и провязываем их с общей верхушкой. То есть 3 петельки вместе. Оп, все, поняли, да? То есть, если внимательно посмотрите, мы точно так же провязывали самый первый ряд. Дальше, получается, будем провязывать второй ряд. То есть здесь уже ничего сложного нет. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И помним, да, там, где рогатка, получается у нас рогатка именно вверх. Первый столбик, первую ножку рогатки провязываем столбиком с накидом. В арочку пышный столбик. 2, 3, 4, 5, провязали, зафиксировали и вторую ножку рогатки точно так же провязали обычным столбиком с накидом. И помните, да, там, где у нас рогаточка смотрит вниз, мы провязываем за 2 ножки рельефный лицевой столбик с накидом. Все, ничего сложного, все только дальше повторение идет. И вот таким вот образом вы провязываете до нужного вам размера, так, и самое главное, что 2 ряда повторяются, никаких сложностей нету, просто смещаются в шахматном порядке. Как вам? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, какая по итогу получается красота. Узорчик плотненький, видите, да? Узорчик получается, ну, можно сказать, что односторонний, но вторая сторона, смотрите, изнаночная, ничуть не хуже. То есть что-то будете вязать, не стыдно показать, правильно? Вот такая вот сторона изнаночная, вот такая вот сторона лицевая.
узорчик из данной пряжи тянется, очень хорошо тянется. Он такой плотный, но не деревянный. Знаете, когда бывает свяжешь плотный, он прям колом стоит. Мягенький, очень хорошенький. Видите, какой? Прекрасно выглядит. Естественно, из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Вы пробуйте, да. Пока вязала, думала, интересно будет попробовать связать не столбиками с одним накидом, а с двумя, например, накидами, да. Тоже будет. Он, конечно, будет более рыхлый, такой более воздушный, но тоже интересный. Пробуйте, экспериментируйте из разной пряжи, разными крючками, разную плотность вязания делайте. Отлично будет смотреться в различных теплых зимних изделиях. Шапочки, шарфы, снудики, да. Оригинальный узор будет для снуда. Это могут быть жилетки, кардиганы, кофточки. Почему бы и нет? Красота. Если вы уже вязали что-то данным узорчиком, да, то пишите в комментариях, что вязали, какое изделие, какими ниточками, что у вас получилось. Давайте замерим нашу красоту. Итак, получается шишечки и вот с такими столбиками, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И самый первый, который мы набирали, да, 15 получается. И 33 воздушные петельки. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да. У всех же разная плотность, разные крючки, разная пряжа. В моем случае вот 15 сантиметров. А здесь получается 15 рядочков у нас. Вот 13 сантиметров. Видите? Как вам? Как по мне, очень интересный оригинальный узорчик. Обязательно оставляйте себе в копилочку узорчиков. Что-то будет интересненькое такое у вас изделие. Красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.